Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. В этом мастер-классе я покажу, как вязать вот такую большую овальную скатерть крючком. Но сначала, пожалуйста, потратьте 1 минуту и послушайте, что я говорю о этой скатерти. В процессе работы, в самом начале, в середине и даже в конце ваша скатерть будет фалдить. Но не переживайте, вяжите дальше, не распускайте, у вас все правильно. У меня тоже скатерть очень сильно фалдила, то есть она шла вот так полностью волнами. Ничего страшного, пусть она у вас идет волнами. По завершении работы вы ее постираете в стиральной машине. Во влажном виде вот так хорошо руками в разные стороны вы ее растянете, и она уже будет достаточно ровная. А после того, как вы ее погладите, отпарите утюгом с изнаночной стороны, посмотрите, она у вас будет идеально ровная. Хотя я даже сам изначально переживал, то что она у меня вся идет волнами, но ничего страшного. Теперь она у меня идеально ровная. Именно в моей скатерти всего 107 рядов. Но вы можете вязать до любого нужного вам размера. Либо вы можете добавлять вот эти ананасы, уже по ходу вязания вы будете знать, как это делается. Либо здесь в самом конце можно вот эту сетку, вот здесь в самом конце у нас идет просто сетка, ее можно вязать до любого нужного вам размера. Вот так в ширину моя скатерть получилась 134 сантиметра и в длину 1,5 метра, то есть 150 сантиметров. Я ее вязал пряжей из 100% мерсеризованного хлопка, и толщина моей пряжи 1000 метров на 150 граммов, то есть в среднем в 50 граммах 330 метров. И я вязал крючком 1,75 миллиметра. А теперь давайте начинать. Меня зовут Эдуард, я надеюсь, вам понравится мой видео-мастер-класс. Вяжите с удовольствием. Для начала работы нам нужно сделать цепочку из 8 воздушных петель. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю, вставляю крючок под нить, прокручиваю по часовой стрелке. Здесь у меня образуется вот такая петля. И теперь я цепляю нить и протягиваю в эту петельку. И затягиваю. Этот узелок у меня за петлю не считается. И теперь провязываю 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в самую первую петлю вставляю крючок и провязываю соединительную. Сразу через все петли. Вот так закрыли в кольцо. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 2 столбика с одним накидом. Первый столбик заменяем 3 петлями подъема. 1, 2, 3. Вот этот кусочек нити, который у меня болтается, я его сейчас назад вот так буду прокладывать и прятать под столбиками. Выполняю накид и провязываю в кольцо столбик с одним накидом. То есть провязали 2 столбика с накидом. Вот так. Теперь выполняем 2 воздушные петли. 1, 2. И опять в кольцо 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. 2 воздушные петли и опять 2 столбика с одним накидом. И таким образом нам нужно провязать всего 8 пар столбиков. Вот я провязал сейчас 3 пары здесь. 1, 2, 3. И по 2 петли между ними. Всего провязываем 8 пар и по 2 петли между ними. Провязали ряд до конца, выполнили все 8 групп столбиков. Последние 2 воздушные петли, и теперь соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема с соединительной петлей. Вот, то есть посчитаю вместе с вами. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 групп столбиков. Второй ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик, соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И в эту арку провязываем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема, накид и еще один столбик сюда же. Вот провязали 2 столбика. Теперь 2 петли и опять 2 столбика сюда же, в эту же арку. То есть провязали 2 столбика с накидом, 2 петли, 2 столбика с накидом в эту же арку.
Теперь 2 воздушные петли. В следующую арку, то есть мы все столбики пропускаем, и в следующую арку вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И у нас уже раппорт повторяется. Мы в следующую арку провязываем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. 2 столбика, раз, 2 воздушные и 2 столбика сюда же. Опять 2 воздушные петли и в следующую арку столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные и опять 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Таким образом вяжем ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. То есть у нас получился вот такой квадрат. Вот, то есть у нас 4 блока вот так, 2 столбика, 2 петли, 2 столбика и 4 столбика с одним накидом. Третий ряд выполняем соединительную петлю во второй столбик, следующий столбик и соединительную петлю в арку 2 воздушных петель. И в эту арку провязываем такую же группу, как в предыдущем ряду. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и опять 2 столбика сюда же, в эту же арку. То есть провязали 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Вот так. В этом месте выполняем 2 воздушные петли. Перед нами идет столбик с одним накидом, вот здесь посередине. Мы в него вяжем столбик, 3 петли, столбик. Выполняем накид, провязываем в этот столбик столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, раз, 2, 3 и еще один столбик сюда же, в этот же столбик. То есть столбик, 3 петли, столбик. Теперь 2 воздушные. И у нас уже раппорт повторяется. Здесь мы выполняем такие же группы. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. А здесь у нас 2 петли по краям, вот так. И в столбик вяжем столбик, 3 петли, столбик. Вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца и соединились соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. И мы практически всегда так будем соединяться. Если вдруг что-то у меня поменяется, то я обязательно покажу. Четвертый ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик, соединительную петлю в арку 2 воздушных петель. Здесь у нас, как обычно, провязываем вот такие же группы столбиков. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом опять сюда же. В этом месте выполняем 3 воздушные петли. Раз, 2, 3. Перед нами идут столбик, 3 петли, столбик. И вот в эту арку 3 петель мы провязываем 9 столбиков с 2 накидами. Выполняем 2 накида. И в эту арку между столбиками провязываем столбик с 2 накидами. Первый, 2 накида. Второй, 2 накида. И так провязываем всего 9 столбиков с 2 накидами. Сейчас я провяжу и вернусь. Итак, я провязал 9 столбиков с 2 накидами. После 9 столбика провязываю 3 воздушные петли. Раз, 2, 3. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Сюда, в угловую арку, мы провязываем опять вот эти наши столбики. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. И затем у нас 3 петли. И вот в эту центральную арку 9 столбиков с 2 накидами. Пятый ряд. Выполняем вот эту нашу группу столбиков. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель.
3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом сюда же в эту же арку, 2 воздушные петли, 2 столбика сюда же. В этом месте у нас также 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Перед нами идут 9 столбиков. Мы также провязываем 9 столбиков с 2 накидами, только между всеми столбиками выполняем по одной воздушной петле. 2 накида на крючок, в следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, столбик с 2 накидами в следующий столбик. 1 воздушная петля. Сейчас я провяжу 9 столбиков и по одной петле между ними и вернусь. Итак, я провязал 9 столбиков по одной петле между ними. После последнего столбика у нас идет 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И тут у нас уже повторяется. Мы провязываем вот эти наши группы столбиков, 3 петли и опять 9 столбиков с 2 накидами и по одной петле между ними. 6-й ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель, 3 воздушные петли подъема, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика сюда же. Как обычно провязали вот эти наши группы столбиков. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. В этом месте выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку одной воздушной петли, вот после первого столбика с 2 накидами, вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку одной воздушной петли. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. И так провязываем все арки. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Сейчас я провяжу. Последняя арка. Провязали. Считаю вместе с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 арок. По 3 воздушные петли. После вот этого последнего столбика мы провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Вяжем вот эти наши группы столбиков. И вот таким образом провязываем ряд до конца. Итак, мы провязали 6 рядов. И перед тем, как приступить к вязанию 7-го ряда, я объясню, как мы дальше будем вязать. Вот сейчас мы находимся здесь, то есть соединились в 3-ю воздушную петлю подъема. И начиная с этого момента мы будем вязать поворотными рядами. Мы разделяем нашу работу на 2. То есть вот эту снизу, вот мы здесь находимся, вот эту снизу мы забываем. Сейчас мы будем вязать только вот эту половину. Мы сейчас провяжем вот так ряд 7, потом 8, 9, 10 и вот так мы будем вязать в высоту до любого нужного вам размера. И затем мы уже обрежем нить, привяжем нить вот к этому углу и также продолжим вязать на ту же высоту, какую мы здесь провязали. Вот так у нас будет опять здесь 7, 8, 9 и вот так мы будем вязать поворотными рядами. То есть в итоге у нас получится вот такая лента в длину. И уже по завершению вязания этой ленты мы опять перейдем на круговое вязание и будем уже вязать полностью по кругу. Сейчас приступаем к 7-му ряду. С этого момента мы вяжем поворотными рядами. Здесь пока то же самое провязываем. Соединительная петля во 2-й столбик, соединительная петля в арку, 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом, 2 петли и 2 столбика опять сюда же. То есть пока у нас здесь все то же самое. Вот так провязали нашу вот эту группу столбиков. Теперь у нас 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку 3 воздушных петель
вот в эту, после первого столбика без накида, вяжем вот такие арки. Столбик без накида, 3 петли, 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3. Так провязываем всего 6 арок по 3 воздушные петли. Итак, провязали здесь вот эти наши арки. Тут выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И здесь мы также провязываем вот такую группу столбиков, как обычно пока. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Здесь у нас также 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Провязываем опять вот эти наши арки. Вот в эту арку 3 петель. Столбик без накида. 3 петли. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3. Провязываем так все арки в этом месте. Здесь у нас 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Здесь провязываем вот эту группу столбиков, последнюю. 2 столбика, 2 петли и 2 столбика. Все, и на этом вязание 7-го ряда у нас закончено. Все, то есть вот так это дело выглядит. Вот у нас начало ряда, вот мы провязали 7-й ряд. То есть мы провязали только половину. Вот эту половину, все, мы про нее забываем. И сейчас у нас начнется 8-й ряд. Мы вот так разворачиваем работу наизнанку и вяжем вот так ряд. Потом опять разворачиваем, вяжем вот так. И так мы вяжем в высоту. Итак, вот я остановился здесь. Теперь приступаем к 8-му ряду. Мы разворачиваем нашу работу на другую сторону, наизнанку. И теперь выполняем соединительную петлю в следующий столбик, соединительную петлю в арку 2 воздушных петель. И здесь мы провязываем вот эти наши столбики. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 2 воздушные петли, 2 столбика сюда же, в эту же арку. То есть, как обычно, здесь мы провязали вот эти наши столбики. В этом месте у нас то же самое. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В следующую арку 3 воздушных петель, столбик без накида. И здесь у нас пошли 5 арок по 3 воздушные петли. 3 воздушные, столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные, столбик без накида. Провязали последнюю арку, 5-ю, из 3 воздушных петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И вот в эту центральную нашу полоску мы провязываем, вот в эту арку 2 петель между этими парами столбиков, мы провязываем 4 вот такие пары столбиков. И между ними по 2 воздушные петли. Провязываем в эту арку 2 столбика с накидом. Вот это первая пара. 2 воздушные петли.
2 столбика с одним накидом опять сюда же. Это вторая пара, 2 воздушные, третья пара, две воздушные и четвертая пара сюда же, в эту же арку. Вот так, 4 пары столбиков и по 2 петли между ними. После них у нас здесь повторяется, мы провязываем 4 воздушные, 5 арок по 3 петли, 4 воздушные и здесь последняя вот эта группа столбиков. Теперь приступаем к 9 ряду. Мы опять разворачиваем нашу работу на другую сторону. И здесь также провязываем соединительную петлю во второй столбик, то есть точно такую же группу столбиков, как мы всегда вяжем. И соединительная петля в арку 2 воздушных петель. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 2 воздушные петли, 2 столбика опять сюда же. В этом месте у нас опять такие же арки. Здесь 4 петли, 1, 2, 3, 4. Столбик без накидов в следующую арку 3 воздушных петель. И здесь провязываем 4 арки. 1, 2, 3. Столбик без накида. Провязали 4 арки по 3 петли. Здесь у нас 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И здесь у нас в предыдущем ряду получилось 3 арки по 2 воздушные петли. Вот так 1, 2 и 3. Мы в каждую арку вяжем вот такие наши группы столбиков. Столбики, 2 петли и опять 2 столбика. И между этими группами тоже по 2 петли. Показываю. Вот у нас идет следующая арка 2 петель. Мы в нее вяжем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Вот эти наши группы столбиков обычные, которые мы всегда вяжем. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Провязали. Теперь у нас опять 2 воздушные петли. И уже в следующую арку мы вяжем то же самое. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Опять 2 воздушные. И в третью арку 2 воздушных петель предыдущего ряда вяжем опять то же самое. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. То есть вот что у нас здесь получилось. Вот так у нас 3 группы наших столбиков. И между ними по 2 воздушные петли. Вот 1, 2, 3. Все. А здесь у нас уже повторяется 4 петли и 4 арки. По 3 воздушные. И в конце просто вот такая одинарная наша группа столбиков, как обычно. Итак, провязали здесь до конца. Теперь разворачиваем работу. Приступаем к 10 ряду. Соединительная петля во второй столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель, 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика сюда же, 4 воздушные. И здесь провязываем 3 арки по 3 воздушные петли.
4 воздушные. Раз, два, три, 4. И здесь провязываем вот эти наши столбики. Как обычно, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом сюда же. То есть вот так у нас здесь идет вот такая наша группа столбиков. Здесь выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И вот в эту арку 2 петель, которая у нас между вот этими блоками, вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. И сюда, вот эту посередине, провязываем вот эту нашу группу столбиков. 2 столбика. 2 петли. 2 столбика. Опять у нас здесь 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И в следующую арку 2 петель столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И здесь вот это наша группа столбиков. Затем у нас 4 воздушные, вот эти арки. И заканчиваем вот эту нашу половину, этот наш ряд. А здесь у нас вот так получается. Вяжем так ряд вот до сюда. Приступаем к 11 ряду, разворачиваем работу и провязываем нашу вот эту первую группу столбиков. Соединительная петля, соединительная петля в арку. 3 воздушные петли подъема, столбик с одним накидом, 2 воздушные, 2 столбика сюда же, 4 воздушные петли, раз, два, 3, 4, столбик без накида, в арку 3 воздушных петель. Здесь у нас остается 2 арки по 3 воздушные петли. Четыре воздушные, раз, два, 3, 4. Здесь провязываем следующую группу столбиков. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. И здесь перед нами идет столбик с одним накидом. Мы провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И в этот столбик провязываем столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом. То есть вот как вот здесь мы уже вязали. То есть у нас будет вырисовываться вот такой ананас. Вот мы сначала провязали столбик, потом столбик, 3 петли, столбик. Также и здесь. В этот столбик мы провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и еще один столбик с одним накидом сюда же. 3 воздушные, раз, два, 3. Здесь провязываем вот эту центральную группу столбиков. 2 столбика, 2 петли и 2 столбика. Вот так. То есть вот у нас здесь будет вырисовываться, вот у нас ананас, и здесь вот так будет ананас. И так можно вязать до бесконечности. Здесь также провязываю 3 воздушные петли. Раз, два, 3. В следующий столбик с накидом
провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и опять столбик с одним накидом, 3 воздушные. И здесь у нас уже повторяется, вяжем вот эту группу столбиков, 4 петли, 2 арки по 3, 4 петли и крайняя группа столбиков. Здесь у нас вот будут вырисовываться опять, вот как здесь 2 ананаса, и вот так пойдут. Все, вяжем вот до конца. Разворачиваем работу, приступаем к 12 ряду. Соединительная петля в следующий столбик, соединительная петля в арку. Провязываем наши группы столбиков, как обычно. 2 столбика, 2 петли и 2 столбика. В этом месте у нас также 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И тут у нас одна арка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Здесь у нас 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Тут провязываем следующую группу столбиков. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. 1, 2 и 2 столбика сюда же. Здесь провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот как в этом месте мы сейчас провязываем вот в эту арку между столбиками 9 столбиков с 2 накидами. Выполняю 2 накида и в арку, вот у нас 2 столбика, в эту арку между этими столбиками провязываю столбик с 2 накидами. Первый, 2 накида. Второй, 2 накида, третий. Итак, провяжу сейчас 9 столбиков. Провязал 9 столбиков с 2 накидами, после последнего столбика 3 воздушные петли. И здесь по центру у нас идет вот такая одна группа столбиков. 2 столбика, 2 петли и 2 столбика. Все, здесь у нас уже повторяется. Выполняем 3 воздушные петли. В арку между столбиками, вот сюда, провязываем 9 столбиков с 2 накидами. 3 петли, группа столбиков. И здесь у нас 4 петли, 1 арка из 3 петель, 4 петли и последняя группа столбиков. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!